Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег, и мы продолжаем тему зависимостей, которые у нас есть продуктом питания каким-то, но которые проистекают не из-за самих этих продуктов питания и не из-за того, из-за чего этого принято всякие рассуждения устраивать в интернете или еще где-то. Это видео посвящено микробам и паразитам. Здесь не будет длинного списка паразитов, потому что я не силен в этой теме, знаю только немного. По поводу микробов я имею в виду, конечно же, что микробы, которые живут в вашем кишечнике, а также которые могут жить вне кишечника, внутри вашего организма, какие-то инфекционные какие-то микробы, они будут определять ваши вкусовые предпочтения. Они будут какие-то вещества все время выделять в кровь. То есть они буквально управляют тем, что вам хочется есть. Они будут говорить: дай нам вот этого, дай нам вот этого. И вы будете видеть, что именно вот это нужно вам сейчас скушать. Значит, в первую очередь это состав микробиоты будет определять ваши вкусовые предпочтения. Микробиота — это вся совокупность микроорганизмов в нашем кишечнике. Их там оценивают по 2 килограмма просто микробов, которые постоянно там живут. Эти микробы, их там очень много разных видов, и они сражаются за место под солнцем. То есть у них есть симбиотические, которые объединяются в команды. Например, классический пример — это лактобактерии, бифидобактерии, да, они вместе объединяются против каких-то других бактерий. И они могут сражаться, и кто-то может начать, одерживать верх, да. И кто будет одерживать верх, тот, кто и будет требовать от вас поесть. В норме у вас должно быть порядка половины пищи растительной. Тогда будет развиваться правильная микробная составляющая. Микробы нужные, хорошие, полезные будут развиваться, распространяться. И они будут даже вам поставлять энергию, потому что микробы, которые перерабатывают целлюлозу, а у вас любая растительная пища содержит целлюлозу. Все эти волокна пищевые — это целлюлоза. Так вот, микробы, которые перерабатывают целлюлозу, они при этом выделяют так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. И они там же в кишечнике у вас усваиваются и являются источником энергии. Причем, если вы эти короткоцепочечные жирные кислоты будете принимать через рот, они будут разваливаться по ходу продвижения к кишечнику и не будут усваиваться. А вот там в организме они усваиваются и дают организму неплохую энергию. То есть вегетарианцы, хотя они кому-то заходит, кому-то не заходит, но та энергия, которая у них появляется, как ни странно, она вроде не просчитывается. То есть вы считаете объем этой пищевой ценности, этой листвы, которую они съедают, и она не совпадает с тем, сколько энергии может появиться в организме. Но здесь не учитывается то, что в организме бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты и насыщают организм энергией. Для этого им нужна целлюлоза. И тогда нужные бактерии будут брать верх. А если вы начнете смещаться в сторону уменьшения растительной пищи, белки, мясо, углеводы, у вас будут развиваться бактерии, которые выделяют токсины. То есть это такие, они еще не паразитарные, не патогенные бактерии, но они будут вырабатывать токсины, они будут закислять содержимое кишечника, что будет приводить к пагубным последствиям. В том числе будут токсические вещества впитываться в организм, гулять по организму, понижать ваше настроение, создавать чувство усталости. Кислоты всегда создают чувство усталости. И у вас могут быть просто и головные боли, и умственная заторможенность, и просто зашоренность некая, затуманенность в осознании окружения. Это связано с составом, то есть кто, чья сторона возьмет. Начинайте кушать растительную пищу, и у вас становится все лучше. При этом, когда вы начинаете кушать растительную пищу, очень многие страдают, то есть они не входят в них, эта растительная пища. Об этом смотрите мое видео про пропионово-кислые бактерии. Потому что у жвачных животных, они же едят траву, побеги, у них как раз таки
организм изнутри защищен, пропионово-кислые бактерии создают щит такой. А если этого щита нет, внутри, вот по стенкам желудка, если этого щита нет, то внутрь организма, сквозь стенки кишечника или желудка пробираются зловредные белки из растений. В любых растениях есть эти белки, они называются лектины. И они, в общем, работают очень плохо. Они создают самые разные такие неприятные ощущения. Это и усталость, и головные боли, и чувство отравленности, и несварение, и все что угодно. Поэтому на растительную пищу будет человеку не просто перейти. Но если он добавит в свой рацион пропионово-кислые бактерии, то он сможет потихонечку перейти на растительную пищу. Самым простым источником пропионово-кислых бактерий является непастеризованное молоко. Вот просто находите какого-то человека, у кого есть корова, покупаете молоко и пьете его. Все. Уже это будет постепенно у вас появляться. Вот. Если нет, то нужно делать специальный кефир или просто покупать. Есть такой препарат Эвиталия. Есть препарат М-Курунга. Вот. И пропионово-кислые бактерии используются для приготовления сыра. Это эмментальский сыр, сыр Маасдам с вот этими там большими дырками. Вот. Там используются пропионово-кислые бактерии. И если вы любите эти сыры, прям вот как бы вам этот вкус хорош, значит тоже не хватает вам пропионово-кислых бактерий. Это необходимая вещь для того, чтобы ваш кишечник был защищен. Тогда вы растительную пищу сможете кушать и постепенно как бы сместить рацион в сторону растительной пищи. Теперь то, что мне известно, да, если у вас пристрастие к халве, к озинакам, семечкам, жирному, например, салу, да. Вот если вам это просто вот прям вы чувствуете, что вы как подсели, прям, халва такая хорошая, раз с молочком там или просто поесть там еще, вот дрожите иногда, некоторые дрожат. Здесь надо заподозрить, что, значит, у нас немножко, расцвела трихомонада. Да, внутри организма. Не пугайтесь этого, у меня есть видео про трихомонаду. Трихомонада есть практически у каждого. Проблема в том, что врачи не признают амебовидную форму трихомонады. А обнаружила это, описала первая Зоя Яковлевна Свищева, за что я благодарен безмерно этому человеку. И эта амебовидная форма трихомонады гуляет по всему организму, потому что у нас с этим существом какой-то общий дальний предок на эволюционной этой цепочке. И продукция жизнедеятельности не распознается как зловредная. То есть вот белки, которые производит, допустим, трихомонада, организм не распознает, иммунная система не распознает как опасность. То есть, и поэтому с трихомонадой не сражается. У трихомонады есть ахиллесова пята, больное место, а ей необходимы жиры, ей необходимы ненасыщенные жиры, так называемые незаменимые жирные кислоты. И поэтому она будет, кстати, сюда я добавил бы еще вот что. Халва, жирные семечки, орехи, в том числе арахис, да, вот, здесь тоже. Конечно, орехи это полезно, и все это понятно, вот, но иногда как бы это просто вот постоянная потребность. Орешки там или фисташки или еще что-то. Значит, смотрите, она не производит свои незаменимые жирные кислоты, ей нужно поедать эти кислоты снаружи. Поэтому она говорит: дай мне вот этого вот халвы, ой, какие орешки, смотри, какие арахисы, дай мне арахиса. Вот, вы это кушаете, она получает свои, значит, необходимые для жизни вещества и процветает дальше, потому что она свободно гуляет по организму, проходит через всякие двери, никто ее не останавливает. Как извести трихомонаду, я рассказывал. Это очень простая вещь. На эту самую ловушку ее надо ловить, на это пристрастие. Вы берете натуральное подсолнечное масло, натощак берете десертную ложку масла в рот и держите 15-20 минут, потом выплевываете. Так называемое сосание масла.
Подсолнечное масло прекрасный источник вообще незаменимых жирных кислот, натуральное только, да, не надо вот этого рафинированного, в нем ничего этого нет. Им даже забор не покрасишь. Его можно использовать, наверное, как бы для печки на отработке. Вот можно использовать вот это масло там, да. А не для еды рафинированное масло не надо использовать, ни для чего. То есть оно бессмысленное. Поэтому вот нерафинированное это масло 15-20 минут сосания, и так пару недель, например. Потом выплевываете, рот прополоскали, все, день ваш начался. Вы заметите, как у вас уходит усталость, и вот эти вот пристрастия ваши тоже исчезнут. К халве, к орешкам, там еще к чему-то. Это не значит, что эта пища ненужная. Она нужна. Но если вот организм говорит дай, есть подозрение, что это трихомонада. Ну, мы трихомонаду мы не можем ее извести. Ну, даже вы ее вытравите там трихополом или еще чем-то, вытравили вы трихомонаду, пошли поцеловались с родственником, занялись там с кем-то сексом, вытерлись каким-то полотенцем, съели чужой ложкой. Все, у вас какие-то другие уже трихомонады появились. Просто бесполезно. Вы можете как бы совершенно не загоняться с этим вопросом. Просто у нас все носители трихомонады. Вы заметите, как у вас ослабевает пристрастие к этим продуктам, к жирным. И почувствуйте себя гораздо лучше. Ну, в следующий раз можно то же самое повторить через полгода. В следующий раз опять сосание масла повторить через полгода. Я описывал случай, когда у меня женщина избавилась от симптомов лейкемии благодаря сосанию масла. Годами, 10 лет человек страдал. И повышенное давление, и слабость, и лечение, и химию в нее лили. Ну, химиотерапия это яды. Яда в нее влили сколько хочешь. Вот, а дело-то было, в трихомонаде. Вот, пожалуй, все. Ничем не выведете, только как бы в ловушку надо ловить и убирать из себя. Если вы будете ограничивать себя, вот вам хочется орешков, хочется халвы, хочется семечек, а вы ограничивать будете себя, это приведет к тому, что трихомонада будет жрать что-то другое. То есть трихомонада все равно надо жрать, она будет добывать эти вещества полезные, разрушая ваш организм. Например, будет пожирать половые гормоны. Одна из причин половой слабости нынешних поколений это вот эта самая трихомонада. Она пожирает половые гормоны, и женские, и мужские, к сожалению. Вот. И простое сосание масла может как бы сильно улучшить и либидо, так называемое, с которым тут столько беготни и столько денег люди зарабатывают на этом самом либидо. У меня, пожалуй, все. Про других паразитов я просто не знаю. Но есть разные другие паразиты. Если у вас есть какие-то там особые пристрастия, вы как бы чувствуете, что что-то не так, то нужно бы, конечно, провериться на паразит. Потому что могут быть колонии червей, но они приводят к тому, что какие-то опухоли бывают. Или опухоли, или наросты, да. Это может быть просто гнездо червей, они там в клубке себе живут, организм их в капсулу заключил. Как бы, ладно, живите уже, и они там живут. А попытки их уничтожить приведут к тому, что они будут размножаться, и у вас в других местах появятся эти наросты. Значит, самый простой путь это вот выяснить, как бы, уж заморочиться, так заморочиться, это, значит, использовать метод биорезонансной технологии, БРТ так называемый, да, вот, БРТ. Есть и приборы продаются БРТ, и клиники есть, которые делают биорезонансную технологию. Вы делаете просто с помощью БРТ, делаете, как бы сканируете. Там есть специальная технология, сканирует, какие у вас микробы, какие у вас паразиты. Потом составляется программа, как вы с помощью этих же самых частот, резонанс это что такое? Вы создаете частоту, а эта частота летит, и что-то в ответе откликается с такой же частотой. У микроба есть физические параметры. Размер, длина, ширина. Физические. Частота, с которой звенит струна, зависит от длины струны, от толщины струны и от силы натяжения. То есть это физические параметры, которые дают тон этой струне. Да? Точно так же и у микроба есть физические размеры, и у него есть частота, с которой он способен колебаться. Когда в него направляется эта частота, он начинает колебаться, и при тестировании прибор видит, что
ага, вот есть вот такой микроб, там списки, сотни там этих микробов и паразитов прям. Сразу это вот компьютер все это сопоставляет и выдает. Потом мы составили карту, где, в каких частях, сколько примерно каких паразитов. Составляется программа, теперь направляется туда же частота, только более сильная, которая вызывает резонанс у этого микроба. И она его вот так вот трясет, и он разрушается. Вы не можете сразу всех микробов убить, потому что токсины вас просто, шлаки просто переполнят ваше тело, вы не будете справляться с выводом этого всего. Поэтому специальные программы, постепенно эти микробы уничтожаются, и паразиты уничтожаются, и организм приходит в порядок. Ну, потом, как бы, опять вы наберете этих микробов. Но, во всяком случае, уж от паразитов точно сможете избавиться, потому что, если вы избавились от каких-то там червей, каких-то там козявок, которые живут, в следующий раз вы... Ну, в течение жизни маловероятно, что снова вы ими заразитесь, да, вот. Микробы, да, с микробами, ну, как бы вы все время, но и с микробами организм сражается успешнее, потому что у него все-таки иммунная система есть, есть клетки специальные, которые этих микробов разрушают. С микробами там ситуация попроще. Ну, если, конечно, вы используете мои данные про разрушение биопленок. Это есть видео мое на канале про биопленки. Все. В основном я все рассказал про всякие зависимости и от чего они могут быть с точки зрения питания. Видите, я не затрагиваю психологически всякие вещи. Но вы можете теперь понять, что попытка избавить человека от зависимости, например, от алкогольной зависимости, от наркотической, без привлечения вот витаминных мероприятий, ну, например, там, без того, чтобы давать человеку витамины группы В в случае алкоголиков, да, или в случае наркомана, вы не можете без витаминной терапии, не сможете человека привести в порядок, он никогда не откажется. Кстати, микробы и трихомонада тоже могут быть причиной алкогольной зависимости. Там тоже могут быть какие-то вещества, которые нужны для жизни паразитов. И бывает так, что освобождение человека от паразитов и микробов тоже приводит к тому, что у него ослабевает желание выпивать. То есть там не только психическое это привыкание есть, но еще во многом вот такая зависимость внутри организма. Организм все время подстраивается под среду, он использует все, что есть. И микробы, кстати, и паразиты внутри нас, используют все, что можно добыть из этого мира для своего выживания. Он все это использует. Поэтому организм нам дает все время такие сигналы и говорит: дай, 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 дай. Вот. И человек идет и делает, и считает это своим решением. Вот я именно поэтому захотел и взял шоколадку, купил и сожрал ее. Ну, нет, конечно, потому что, не знаю, может, там какао-масло нужно было, и дыхание ваше облегчилось. Не знаю. Вот. В любом случае, пользуйтесь этими данными, делитесь с друзьями, берегите себя и своих близких, смотрите мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И всех благ, наилучшего здоровья, наилучшего настроения. С вами был Анучин Олег. До скорых встреч. Пока-пока.